you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новый портативный ЦАП-усилитель для наушников от компании Fosi Audio стоимостью $150. И приходит он в очень небольшой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где тут на лицевой части имеется изображение самого устройства и указано название этой модели MD3. Ну а теперь давайте не будем терять время и лучше рассмотрим комплектацию. ЦАП-усилитель. Инструкция по использованию, кольцо MagSafe для смартфона, L-образный кабель с USB-C на USB-C и поддержкой зарядки, обычный кабель с USB-C на USB-C, ну и переходник на USB-A. Этот ЦАП получился очень небольшим, выполненным практически полностью из металла и в моем случае представлен в черной расцветке, хотя также к покупке доступен серебристый вариант. И отмечу, что весит он всего лишь 50 грамм и при этом выглядит, на мой взгляд, он очень даже симпатично и сразу узнаваемо для бренда Fosi Audio, благодаря оранжевой клавише, называемой Vista, рядом с которой тут располагается логотип компании. И с одной стороны здесь находится надпись Fosi Audio, а на другой были расположены три кнопки, которые используются для регулировки громкости и навигации по меню. А сверху был расположен USB-C разъем, который поддерживает не только передачу аудио и передачу изображений, а также одновременную зарядку этого устройства. Но на противоположном торце находится еще один разъем USB-C, который может уже использоваться еще и для обновления прошивки. Ну еще тут располагается обычный выход на 3,5 мм и балансный выход на 4,4 мм джек. Ну а тут на задней части находится яркая оранжевая кожаная вставка со встроенным магнитом, благодаря которой этот ЦАП можно будет закрепить уже на смартфоне. Правда, лучше всего эта идея, конечно же, работает с айфонами, благодаря MagSafe. Но поскольку именно на iPhone я сейчас записываю этот обзор, то подключать этот ЦАП я уже буду к Android смартфону Tecno Camon 20 Pro. Ну и все, друзья, подключил я ЦАП к смартфону, и первое, что мы видим на дисплее, это уровень громкости со шкалой. Также выбранный режим усиления, режим UAC, установленный цифровой фильтр и текущая частота дискретизации. А для перехода в меню будет достаточно нажать вот эту кнопку, и перемещаться по пунктам можно будет уже двумя оставшимися клавишами. И первым делом здесь можно выбрать режим работы USB, либо обычное воспроизведение аудио, либо фотосинк, который позволяет вам установить на главный экран устройства какую-нибудь картинку там или анимированную заставку. Ну а следом тут идет режим выбора усиления, либо Low Gain, либо High Gain. Далее идет режим выбора мода UAC. Если вы играете в игры и вам важна совместимость с вашим устройством, то выбирайте UAC 1.0. А если же вы используете этот ЦАП исключительно для прослушивания музыки, то смело уже ставьте UAC 2.0 и больше сюда вообще не возвращайтесь. Но вот этот пункт я рекомендую вам обязательно включить, поскольку в таком случае регулировка громкости будет происходить исключительно только на ЦАПе. А вот что касается цифровых фильтров, то их здесь всего 8 штук. Есть как минимальная фаза, так и быстрая, и линейная, медленная, короче, разные другие варианты. Но лично я, как и почти всегда, остановился именно на минимальной фазе, что и вам советую. Далее здесь можно будет настроить яркость дисплея в диапазоне от 20 до 100%. Ниже находится настройка времени режима скринсейвера. Можно выключить, можно поставить 10, 20, 30 и 60 секунд. А тут можно будет полностью выключить скринсейвер, либо установить какое-то собственное изображение на дисплее. А вот в пункте слайд-шоу задается интервал, через который картинки будут автоматически сменять друг друга. Кроме того, ребята, с дисплея здесь можно повернуть на 90, 180, либо 270 градусов, что действительно может оказаться полезным в некоторых сценариях использования. Ну а здесь уже можно выбрать будет язык интерфейса, всего доступно 3.
тут можно будет посмотреть версию установленной прошивки, или вообще нажав Factory Reset, можно будет сбросить абсолютно все настройки этого устройства. В общем, тут, ребята, все просто и понятно. И по сути вы один раз из коробки сразу настроили этот SAP-усилитель, и можно больше сюда вообще не возвращаться и просто спокойно начать слушать музыку. Ну а если говорить уже о технической части, то здесь, друзья, все вполне ожидаемо. Для Fosi Audio находится на реально хорошем уровне, поскольку тут используется SAP ES9039Q2M, а за усиление отвечает сразу 4 чипа ES9603Q, а вот в режиме UAC 2.0 поддерживается PCM вплоть до 32 бит и 384 кГц с воспроизведением DSD 256 в нативном режиме, а в UAC 1.0 мы, конечно же, получаем ограничения уже до 16 бит и 48 кГц, и это абсолютно нормально, но выходная мощность составляет 80 мВт на канал через 3,5 мм выход и до 180 мВт на канал через балансный 4,4 мм выход при нагрузке 32 Ома, чего, поверьте мне, ребята, более чем достаточно для большинства внутриканальных наушников. А вот показатели соотношения сигнал-шум и динамического диапазона достигают 115 и 116 дБ, а поддерживаемое сопротивление наушников заявлено от 16 до 300 Ом. В общем, по характеристикам тут все выглядит очень таки достойно, хотя я отмечу, что с некоторыми особо чувствительными наушниками можно услышать небольшой фоновый шум. Впрочем, для подобных компактных SAP-усилителей, ребята, это вполне обычная история. Ну а теперь давайте лучше поговорим о его звучании. И начну я с того, что этот SAP мне действительно понравился. Настолько, что в последнее время я довольно часто использовал его для тестирования разных наушников. Причем не только внутриканальных моделей, но и полноразмерных, включая мои любимые планары Sandy Audio и Gret. И надо сказать, что раскачал их этот SAP весьма уверенно и с хорошим запасом по громкости. Хотя вот если говорить именно о качестве звучания, то здесь, ребята, он все же уступает стационарным решениям вроде Fosi Audio ZD3. Впрочем, это совершенно ожидаемо, учитывая размеры устройства и сценарии его использования. Но если же вы планируете использовать его преимущественно с внутриканальными наушниками, то тут никаких вопросов у меня к нему вообще нету. И все модели, которые я подключал, он без проблем раскрывал и обеспечивал отличный запас по громкости. А вот что касается самого характера звучания, то он получился довольно типичным для используемого здесь чипа ESS. То есть подача в целом нейтральная, достаточно точная и в некоторой степени даже мониторная, но при этом назвать ее сухой или скучной я вот точно не могу, поскольку звук все же остается достаточно живым, прозрачным и вовлекающим. Да так, что банально музыку хочется слушать как можно дольше и чаще. И при прослушивании прям очень хорошо ощущается как высокая прозрачность, так и отличная проработка мелких нюансов и уверенный контроль по всему частотному диапазону, где бас собранный и аккуратный, середина чистая и информативная, но высокие частоты звучат очень детально и без ощущения какой-то явной резкости или искусственно подчеркнутой яркости, даже на более светлых моделях. И при этом со звуковой сценой, ребята, у него полный порядок, поскольку она масштабная, с отличной локализацией и очень хорошим построением планов. Но вы должны понимать, что тут все, конечно, еще зависит от ваших наушников, которые вы собираетесь к нему подключать. Ну и в итоге спустя почти месяц полноценного тестирования я пришел к тому, что Fosi Audio снова удалось сделать действительно удачный SAP-усилитель в этом бюджете, поскольку он прекрасно справляется со своей основной задачей, предлагает хороший уровень технических характеристик, довольно удобный функционал и приятное звучание без каких-либо серьезных компромиссов. Поэтому если сейчас вы ищете компактный, современный и грамотно выполненный SAP-усилитель для повседневного использования, то эта модель определенно заслуживает вашего внимания, и от себя я смело рекомендую его к покупке. Ну а ссылка на покупку этого SAP-усилителя находится в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Также там еще вы найдете промокод на дополнительную скидку. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.